Здравствуйте, друзья! Не за горами Новый год, и, как обычно, он приходит внезапно. Поэтому я заранее начала готовиться и решила сшить вот такую декоративную новогоднюю наволочку. Какая симпатичная и яркая она получилась. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я купила в секонде вот такие штанишки. Они новые были. Постирала их, даже не стала гладить. Это плотный атлас такой. Подушка у меня 40 на 40. И поэтому выкраиваем квадрат 42 на 42 сантиметра. Штанина идет на расширение, поэтому я срезала лишнее. Вернее, прошила вперед, а потом срезала. А затем уже выкроила нужный мне размер. 42 на 42. Все хорошенько прогладила. Отпарила утюжком. На бумаге я нарисовала елочки разных размеров. И по ним буду переводить свои аппликации. Это у меня шерстяной платок с люрексом. Конечно же, такие платки давно никто не носит. Поэтому на поделке самое то. Выкраиваю и делаю поделки. Из обрезков тюля я решила сделать сугробы. Вот такие вот завитушки вырезала. Как будто бы снежок завихривает. Вот эти вот как сугробы у меня получились. Все детали приколола иголками. Вырезала луну. Тоже сколола. И вот намечаю, где будут у меня снежинки. Снежинки я буду вышивать вручную. Все аппликации я пришиваю зигзагом. Размер поставила, плотность на 0,5, а высоту на 3. Потому что ткань очень сыпучая, поэтому я решила поплотнее зигзаг сделать. Сначала я пришила все елки и луну. А вы заметили, слева лежат салфеточки-елочки. Ссылочку я оставлю под видео в описании на этот мастер-класс и на другие тоже новогодние мастер-классы. Ну а теперь декорирую наш рисунок, нашу аппликацию. В своих хомячих запасах я нашла люрексовую нитку серебристого цвета и решила ей прошить сугробы. Но моя машинка отказалась шить. Очень тяжело шла и стала рвать нить, и я бросила это дело и решила вышивать снежинки. Когда начала вышивать, думаю, да, правильно машинка поступила, что не захотела шить. Я измучилась с этой ниткой шить. Сугробы я прихватила вот этой ниткой все-таки, чтобы сугробы эти поблескивали. Эта нить очень сильно путается, поэтому я устала ею шить. Думаю, побыстрее бы закончить эти сугробы еще пришивать. Вот такой зимний пейзаж получился у меня в итоге. Это будет верхняя половина наволочки. А теперь нам надо продолжать шить. Я выкроила заднюю часть наволочки и запах. Две детали. Запах размером 42 на 15 сантиметров в готовом виде. Сложила лицом к лицу с наволочкой, с верхней частью запах. Я пришила, обработала край зигзагом. Возможно, я неправильно называю его запахом, может быть, это клапан. Теперь складываю заднюю часть тоже лицевой стороной к лицевой стороне передней части наволочки. Сверху накрываю запахом или клапаном и прошиваю с 3 сторон. Вперед прошиваю прямой строчкой, а затем обрабатываю зигзагом. Зигзагом плотным обрабатываю. На 5 мм ставлю высоту и плотность на 0,5, потому что атлас очень сильно сыпется. Обратите внимание, что иголками я закалываю поперек будущей строчки. При прошивании они мешать не будут, и иголка не сломается.
И вынимать их нет необходимости, пока вы шьете. Когда прошьете, уже тогда можно вынуть эти булавки. А вот если эти булавки будут вдоль строчки, и вы не будете их вынимать, то, возможно, и сломается иголка эта. Наволочка готова, осталось только вывернуть. И вот такая красота получилась. Новогоднее настроение сразу. Посмотрите, на задней стороне можно и поваляться, а верхняя часть наволочки будет декоративная. Я люблю, когда наволочки функциональные, а не просто декоративные. Часто шьют мастерицы, вставляют заднюю часть посередине молнию или запах делают там в центре в самом. И тогда уже как бы не полежать на той стороне. А я люблю, чтобы работали две стороны. Если это декоративная верхняя часть, то должна быть функциональная и задняя часть наволочки. Вот такой яркий платок зеленого цвета с цветами и с люрексом мне как раз подошел под новогоднюю тематику. Все поблескивает. Зимняя ночь. Ну что вы думаете? Я не остановилась на этом. Я решила пришить звездочки. Все-таки это ночь. И решила пришить звездочки. Результатом я очень довольна. Создаю новогоднее настроение. Это только начало. Будущие мастер-классы впереди. Заходите, будет очень интересно. Кто еще не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Жмите на колокольчик на самый верхний. Пишите комментарии, что вы сшили, что вы готовитесь сшить к Новому году. На сегодня это все. Всего доброго. До встречи.